Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание 31 декабря, уделим внимание 1 января, поговорим о том, что же нужно сделать, чтобы привлечь в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. На какие моменты вам обязательно стоит обратить внимание, чтобы правильно провести 31 декабря 2023 год, ну и, конечно же, друзья, встретить 1 января. Вы знаете, что следующий год достаточно будет интересным. И давайте начнем с того, что же не стоит делать 31 декабря и в новогоднюю ночь. Итак, первое, наверное, самое важное, ни в коем случае нельзя грустить, обижаться и плакать. Дело в том, что очень часто бывает так, что у человека перед днем рождения, перед Новым годом он начинает вспоминать какие-то свои моменты и при этом негативном плане и начинает расстраиваться, начинает реветь, плакать, обижаться, проклинать свою судьбу, свою жизнь. Девочки и мальчики, этого делать нельзя. Да, прошел 2023 год. Кому-то он принес больше радости, кому-то меньше, но вы должны понимать и то, что жизнь не останавливается, она продолжается, а значит, вы можете творить и созидать. Вот ваша задача научиться это делать, потому что когда вы вот в негативном все русле, и вы тем самым привлекаете это все к себе. Самый простой пример, посмотрите фильм «Куда приводят мечты». Да, он в какой-то степени тяжелый, но он показывает о том, как мы с вами, благодаря своим мыслям, и визуализируем, и реализуем то или иное в жизни. Если вы с первого раза этот фильм не поймете, отложите его на время и посмотрите второй, третий раз. Но это нужно делать не спеша и осознанно. Это такой вот маленький вам совет. Также ни в коем случае нельзя встречать Новый год в неубранном помещении, поэтому обязательно сделайте, проведите уборку накануне до 31 декабря. Обязательно, девочки и мальчики, уделите внимание, обязательно своей прихожей, обязательно уделите внимание своей кухне, гостиной, спальне, туалету и ванной комнате. Не просто, вот знаете, пропылесосить или сделать влажную уборку, обязательно достаньте все углы, обязательно разгоните всех пауков, если такие имеются в квартире или в доме. Постарайтесь максимально убрать. Кроме того, обновите тряпочки, мочалочки. Если вы не пользуетесь какими-то предметами, возможно, какой-то косметикой, уберите ее из дома. Почему? Потому что вы тем самым, вот эта энергия, которая застаивается, она притягивает и другую негативную энергию. И все это в совокупности приводит к не очень хорошим последствиям. Также ни в коем случае 31 декабря, да и 30 декабря не готовьте праздничные блюда в плохом настроении, потому что, приготовив в таком настроении, вы отправляете посыл, что все плохо, все ужасно и так далее. И вы сами должны знать о том, что вообще готовить еду нужно только в хорошем настроении. Недаром, вот, возможно, вы замечали, что вы приходите к кому-то в гости, и даже самая простая еда, она настолько вкусная, что вы готовы те котлеты прямо съедать с гречкой, прямо и с салатом, прямо со скоростью звука. А приходя к другим в гости, кушая те же котлеты, гречку, салат, вас вызывает отвращение, то есть вам невкусно. Казалось бы, простая еда, но насколько она бывает аппетитной. Здесь зависит от вашего настроения, от вашей души. Помните об этом. Поэтому в новогодний праздник обязательно готовьте только от души, с хорошим настроением. Также ни в коем случае, вот это ни в коем случае в новогоднюю ночь нельзя пришивать пуговицы, зашивать одежду, перешивать и так далее. Вы должны понимать и то, что если у вас 31 декабря что-то порвалось, что-то разорвалось, вы хотели это надеть в новогоднюю ночь для встречи Нового года, потому что вам казалось, что это будет лучший наряд, знаете, это высшие силы, это Вселенная пытается до вас достучаться и сказать о том, что не стоит сейчас это надевать, это не ваше, и у вас вообще, оказывается, могут быть вообще другие или третьи планы, а вы расстроились, и вы отдали часть своей энергии этому негативу. Поэтому ни в коем случае не делайте этого.
Также в новогоднюю ночь и вообще 31 декабря и 1 января ни в коем случае не одалживайте деньги. Ну а если вы сами одалживали раньше, то успейте вернуть перед праздником. Иначе вы следующий год будете постоянно расплачиваться со своими долгами. Или если вы кому-то их даете деньги, то таким образом будьте уверены, что люди вам их не вернут. Вообще вы должны научиться свое окружение простому правилу, что вы никогда не даете деньги в понедельник, вы никогда не даете деньги в большие церковные праздники и после захода солнца. Если вы хотите человеку дать деньги, у вас они есть, вы знаете, что он вам вернет, всегда говорите, что давай я тебе завтра прямо с утра приходи, и я тебе дам денежку. То же самое касается, когда вы даете кому-то в долг и, например, отправляете на банковскую карту, да, или кому-то пополняете что-либо, или оплачиваете за кого что-либо. Ну, бывают различные ситуации, не правда ли? В таком случае вы должны понимать и то, что вы в вечернее время это не должны делать, потому что это не ваши расходы, а таким образом вы показываете Вселенной, что вы готовы вот так легко со своими деньгами прощаться. Даже если это ваша родная сестра или ваша мама, объясните, что вы готовы, но прямо с раненького завтра утра все это осуществите и сделаете. Далее, ни в коем случае не спите в праздничную ночь, иначе считается, что вы так и проспите целый год. Вообще старайтесь отметить Новый год как можно ярче, как можно веселее. Конечно же, у некоторых людей есть свои биологические часы, и они, например, ложатся в 10, в 11 вечера, и до 12 часов ночи им сложно подождать. Кроме того, все-таки у нас традиция в Новый год накушаться, да, как последний день, то есть мы отмечаем праздники, и для нас это очень важный для многих день, мы дарим деткам подарки и так далее, и так далее, но все-таки постарайтесь ограничить, возможно, себя в еде или в алкоголе, но обязательно дождитесь боя курантов. И в этот момент не забудьте загадать самое сокровенное, самое вот то желание, которое, вы знаете, возможно, вы мечтаете о нем, но боялись себе об этом сказать. Очень многие люди, к сожалению, боятся себе признаться в каких-то своих особых желаниях. Они боятся и думают о том, что ой, ну а что меня осудят, ой, а что мне скажут и так далее. Этого, друзья, не должно быть. Всегда, вот если в вашей голове появилась какая-то мысль, знаете, это неспроста. Возможно, это высшие силы вот так вас подталкивают для того, чтобы вы открылись и действительно начали заниматься, например, тем, что нужно. Теперь давайте поговорим о том, что же вам нужно обязательно сделать 31 декабря и в новогоднюю ночь. Очень важно понимать и осознавать. Первое, друзья, возьмите за минуту, вот буквально за минуту до Нового года успейте очистить один мандарин и положите его под елку. И считается, что такой весь год будет счастливым. Не бойтесь, вот знаете, как бы вот вы должны сами интуитивно почувствовать и провести эту практику. Далее, что еще можно сделать, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь в следующем 2024 году? Ну, конечно же, возьмите в первый бокал шампанского, положите монетку, а затем и уберите ее в кошелек и носите весь год. И такая вот монетка притянет вам финансовое благополучие. Но перед тем, как вы будете ложить монетку в первый бокал шампанского, обязательно промойте эту монетку. Когда будете мыть, представляете, что вы смываете любой негатив, вы смываете безденежье, нищету, ваши финансовые и денежные проблемы. Также обращаем ваше внимание, что очень важно встречать Новый год в новой обновках, в новой одежде. При этом это касается не только верхней одежды, да, это там платья, костюма, это касается и украшений, это касается нижнего белья и обуви. И вообще старайтесь в новый 2024 год ни в коем случае не встречать в домашних грязных тапочках. Если вы любите отмечать Новый год и в тапочках,
тапочках, пусть они у вас будут новые. Вот прямо за пару минут до встречи Нового года обязательно оденьте новые тапочки. То есть проходите весь вечер в старых своих тапочках, но именно при встрече Нового года обязательно оденьте новые тапочки. А со старыми попрощайтесь, попросите, чтобы они с собой забрали вот те проблемы, тот негатив, все то, что есть в вашей жизни, вот как вы считаете, не очень хорошего, и на следующий день обязательно их выбросите. Также очень здорово, если под тарелку, именно под каждую тарелку вашего гостя вы положите по монетке. И тогда считается, что в наступающем году всем присутствующим будет сопутствовать удача. И обязательно всем гостям скажите, что у каждого под тарелкой есть монетка, и пусть он ее заберет после праздника обязательно с собой на протяжении года. Она должна быть у него. Также не забудьте загадать желание под бой курантов. И таким образом, знаете, если оно будет искреннее и действительно вы с искренностью и любовью будете загадывать это желание, знаете, оно обязательно исполнится и воплотится. Также, если вы хотите, чтобы в вашем доме как можно чаще бывали гости, то в новогоднюю ночь обязательно на стол поставьте дополнительные приборы, и тогда в следующем году у вас будут всегда гости. Также обращаем ваше внимание, что очень здорово, если вы сможете зажечь свечи белого и зеленого цвета, потому что таким образом вы принесете изобилие. Но одно есть важное правило: именно свечи должны догореть до конца. Также обращаем ваше внимание, что очень здорово, если вы в новогоднюю ночь приготовите как можно больше блюд. Очень хорошо, если на вашем праздничном столе будет мясо, будет рыба и будут овощи и фрукты. И тогда считается, что в 2024 году в вашем доме, в вашей жизни будет и достаток, и благополучие, и все те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны. Также старайтесь в первые минуты Нового года смеяться от души, радоваться, и тогда считается, что удача с вами будет на протяжении всего следующего года. Также обращаем ваше внимание, что обязательно на ваш стол поставьте обычную солонку. Таким образом, вы защититесь от каких-либо неприятностей в своей жизни. Очень здорово, если эту солонку вы выберете в форме символа наступающего года. Но желательно именно с этой солонки не брать соль во время праздника, а после праздника обязательно выбросить эту соль в канализацию. То есть эта соль, она примет на себя любой негатив, примет в себя любые неприятности, и тем самым не только защитит вас, а убережет от тех бед, возможно, и проблем, которые направляют ваши недоброжелатели в вашу жизнь. Обратите на это внимание. Но помните, никто из этой солонки не имеет права брать соль. Поэтому у вас на столе должно быть несколько солонок, и вот эта солонка, она должна быть обязательно, девочки, мальчики, открытой, и соль будет именно притягивать вот этот негатив. Помните об этом. Также обязательно постарайтесь в новогоднюю ночь одеть новое красное или новое красное нижнее белье. И вы знаете, именно такое вот белье, оно притянет обязательно к вам удачу. Ну, а если вы хотите, чтобы в 2024 году у вас были интересные поездки, путешествия, командировки, которые будут приносить вам и прибыль, и достаток, и радость, и благополучие, тогда что сделаем? Возьмите чемодан и пройдите с чемоданом по дому или по квартире. И при этом думайте в этот момент о том, куда бы вы хотели поехать, что бы вы хотели сделать. То есть это не должно быть просто бездумно. Вы должны понимать и то, что это все наши ритуалы с вами, это наши практики, которые обязательно
помогут вам на протяжении всего 2024 года. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы вы верили в волшебную ночь и волшебное время, которое наступает 31 декабря и 1 января. Вы помните о том, что каждый человек отправляет во Вселенную определенные посылы, определенную информацию. Ну, представляете, насколько энергетически заряжен воздух, вы даже себе не можете представить. Поэтому обязательно пользуйтесь этими советами и постарайтесь сделать так, чтобы в вашей жизни было действительно на протяжении следующего года изобилие, достаток и благополучие. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно в комментариях к этому видео напишите: поздравляю с новым 2024 годом. Напишите, что вы желаете другим людям. И вы знаете, бумерангом это всегда к вам вернется. Пишем только искренне. Прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.